В сентябре 1941 года случилась одна из самых страшных катастроф Второй мировой. Полумиллионная группировка Красной Армии попала в Киевский котел. Главком Юго-Западного фронта, легендарный красный маршал Буденный, не сумел удержать столицу Украинской ССР. Через месяц, в октябре 41-го, во многом по вине Буденного, как признают военные историки, у Вязьмы разгромлены наши войска резервного фронта. По сути, пути на Москву были открыты. Высшие военачальники Старой гвардии не выдерживали натиска врага. По словам Жукова, во главе фронтов встали люди, которые проваливали одно дело за другим. Им на смену должны были прийти талантливые стратеги, умеющие воевать в новых, более масштабных условиях. В августе 1943 года советские войска наступали в сторону Киева. Командующий 60-й армией Иван Черняховский был расстроен. Его частям отвели лишь вспомогательную роль – прикрывать соседей, но, изучив данные разведки, Черняховский обнаружил слабое место противника и ударил туда. За 7 дней его армия продвинулась на 60 километров. Наступление было настолько стремительным, что, расширив прорыв до 100 километров, войска Черняховского второстепенное направление сделали основным. Иван Черняховский – самый молодой из полководцев Великой Отечественной. Начав войну командиром дивизии, в 1937 стал командующим фронтом. Летом 1941-го Черняховский – один из немногих, кто смог перейти в короткое, но контрнаступление на Советско-Германском фронте. В Литве под Шауляем его дивизия на стареньких танках героически дралась против превосходящих сил противника. Генерала обожали подчиненные. Для командира это важное качество. Константин Рокоссовский вспоминал: если к командарму подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то понимаешь, что он достиг многого. Мечта каждого из нас – поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения. Вот этого Черняховский достиг. Отвага молодости сочеталась в нем с навыками умудренного опытом стратега. Решения генерала были дерзкими, но основывались на строгом расчете. Интеллигентный, мужественный и при этом хорош собой. Есть байка о том, как маршал Василевский приходит к Сталину с кляузой на Черняховского. У него, мол, много поклонниц. Что будем делать, товарищ Сталин? Что делать? Завидовать будем. Такой же анекдот рассказывали и про генерала Рокоссовского. Двух полководцев объединяли не только улыбчивость, но и незаурядное военное дарование. Оба были мастерами маневра, дирижировали действиями войск словно оркестром и обводили немцев вокруг пальца. Изучали тактику врага, последние достижения военной науки и срывали планы нацистов. В 1943 году журнал «Тайм» назвал Константина Рокоссовского «человеком года». По облику и темпераменту он типичный русский, сильный и энергичный, любитель вина и женщин, сердечный и широкий, как истинный московит. Осенью 41-го 16-я армия, которой командовал Константин Рокоссовский, оставалась последним препятствием на пути немцев к столице. Войска Рокоссовского спасли Москву, разгромили немцев под Сталинградом, одержали блестящую победу на Курской дуге, захватили Восточную Пруссию. Звездным часом стала операция «Багратион».
Во время обсуждения вставки плана наступления Рокоссовский высказал несогласие с мнением Сталина. Тот дважды отправлял его в соседнюю комнату подумать, но Константин Константинович упрямо стоял на своем. За годы Великой Отечественной войны в Красной армии выросла целая плеяда блестящих военачальников нового поколения. Иван Конев, Леонид Говоров, Николай Ватутин, Родион Малиновский, Кирилл Мерецков. В их судьбах много общего. Большинство начинали в Первую мировую, почти все участвовали в гражданской. Каждый отличался индивидуальным почерком. Конев – быстротой, натиском и внезапностью удара. Говоров – высочайшей организованностью. А Ватутина немцы прозвали гроссмейстером. Все они точно оценивали обстановку, тщательно готовили операции, а еще обладали удивительной способностью разгадывать замыслы противника. Особой интуицией был наделен Георгий Жуков. В конце июля 1941-го он правильно предугадал перенаправление удара немецкой 2-й танковой группы во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта и вовремя отвел войска за Днепр. Во время оборонительных сражений у Москвы вовремя начал контрнаступление. В апреле 43-го точно спрогнозировал летнее наступление немцев в районе Курской дуги. Жуков не имел высшего профессионального образования, но сумел сделать это своим достоинством. На поле боя принимал нестандартные решения, исходя из обстановки. Действовал всегда решительно, твердо и жестко. Многие историки уверены, по глубине и таланту стратегического мышления с Жуковым не сравнится ни один полководец Второй мировой. Не случайно именно он в 1943 году стал первым маршалом СССР, а в 1944 первым получил высшую военную награду – Орден Победы. К концу войны Георгию Жукову, как и большинству командующих нового поколения, которые привели Красную армию к победе над нацизмом, не было и 50. В 1941-м все они, молодые командиры, противостояли выдающимся военачальникам вермахта, сильнейшей армии мира. Однако, оттачивая мастерство на поле боя, ученики превзошли своих учителей. Сталинградская, Курская, Белорусская, Ясско-Кишиневская, Берлинская и многие другие стратегические операции вошли в золотой фонд мирового военного искусства.